Они думали, что это просто огромный гризли, раненый, тихий и странно неподвижный. 2 туриста заметили его, лежащего у ручья. Черная шерсть промокшая, дыхание поверхностное. Он не рычал. Он не убежал. Он просто смотрел. Когда приехала спасательная команда, ветеринар наклонился, чтобы осмотреть медведя. Но то, что он обнаружил под гигантской грудью зверя, побледнело его лицо. То, что было внутри него, или точнее под ним, шокировало всех. Потому что это не просто история о животном в боли. Это история о защите, о жертве, о связи настолько сильной, что разрывает сердце. Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео и включить уведомления, чтобы мы могли продолжать рассказывать вам настоящие истории вроде этой, которые доказывают, насколько глубокой может быть любовь даже в дикой природе. Тропа была едва заметна. Одна из тех забытых троп у южной границы национального парка Глейшер, куда туристы редко заходят, и по которым после октября осмеливаются ходить только местные. Но Лиам и Кейси не были обычными туристами. Они были волонтерами по охране дикой природы, обученными отслеживать движения при помощи удаленных фотоловушек и периодически сообщать о признаках браконьерства. Они были на полпути своего уикендового маршрута, когда увидели его. Сначала им показалось, что это тень под деревьями, но по мере того, как они подошли ближе к излучине реки, фигура не шевелилась. Он был огромен, шерсть черная, как смоль, насквозь промокшая. Гризли, несомненно, самец, лежал на боку, одна лапа подергивалась в снегу. Кейси инстинктивно схватила Лиама за рукав. «Не двигайся». Но медведь не отреагировал. Он дышал еле-еле. Ни рыка, ни движения, только тихое поверхностное поднимание груди. Лиам вынул бинокль. Что-то не так с ним. Они подождали, шептались, обсуждали, потом медленно отступили и рапортовали по рации. Пункт рейнджеров был почти в 2 часах. Днем свет стремительно убывал, они отметили место и побежали назад вдвое быстрее. Спасательная команда прибыла уже после сумерек. 2 рейнджера и полевой ветеринар, доктор Хейли Мэндис. Она видела раненых медведей раньше, огнестрелы, ловушки, инфекции, но что-то в том, как этот медведь лежал низко, к земле, защищая, заставило ее замедлиться. Она подошла медленно, с транквилизаторной дротиком наготове. Медведь не сопротивлялся, даже когда укол попал в него. Он простонал, затем утих. Что случилось дальше, никто не ожидал. Когда седативное действие укрепилось и команда подошла с фонарями и носилками, доктор Мэндис опустилась на колени, чтобы осмотреть живот. Именно тогда она увидела кровь. Не у самого медведя, а что-то под ним. Она подняла одну огромную лапу и ахнула. Там, прижатыми к животу медведя, лежали медвежата, крошечные, еще живые, дрожащие от холода, и их было больше одного. Никто долго не произнес ни слова. Лес, несмотря на ветры и снег, стал вдруг тихим. Доктор Мэндис уставилась на маленькие тела, устроившиеся под огромным животом. Медвежонок почти не двигался, только дрожал. Дыхание у него было поверхностным. Видимых ран не было, он просто замерз, слаб, скрыт. Потом он тихо застонал. Пронзительный, разбивающий сердце звук, будто он берег голос до этого момента. Второй медвежонок был еще меньше, прижатый под грудью медведя, укутанный шерстью и грязью. Она была вялая, едва реагировала. Доктор Мэндис аккуратно достала первого медвежонка, положив его себе на руки, в то время как рейнджер поднял переднюю лапу медведя. Большой самец не шевельнулся. Его дыхание было ровным, но слабым. Седативное действующее вещество держало его достаточно спокойным.
Он их защищал. Прошептала она. Лиам подошел ближе. «Ты думаешь, они его?» «Не знаю», — ответила доктор Мендис. «Самцы гризли обычно так не делают. Они не охраняют медвежат». «Не так». Она посмотрела на крошечные мордочки. Но он сделал это. Потребовалось еще минут 10, чтобы полностью оценить ситуацию. Медвежата были недобраны в весе, гипотермичны, вероятно, не ели больше суток, но они жили. И это было чудом. Сам медведь, однако, был в худшем состоянии. Он был старше, чем казался, со глубокими царапинами на боку, треснувшей лапой, признаками драки. Странным было то, как он расположил тело. Свернулся так, чтобы создать стену тепла вокруг медвежат. Это стоило ему дорого. Медвежат осторожно поместили в обогреваемую переноску. Затем подготовили носилки для большого самца. Когда грузовик наконец отъехал под светом фар среди падающего снега, Лиам стоял в тишине и наблюдал, как задние фонари исчезают между деревьями. Он не сказал этого вслух, но он знал, что видел. Этот медведь не просто наткнулся на медвежат. Он прикрыл их собой, выбрал остаться, выбрал выстоять. В центре дикой природы ночь превратилась в тихую суету. Ветеринары подогревали растворы, ассистенты нежно вытирали медвежат полотенцами и грелками. Одного начали кормить из шприца, второй, меньший, не подавал признаков жизни. Доктор Мендис наклонилась над ней, сжатые губы. «Давай, малыш, еще немного». Больший медвежонок взглянул в сторону комнаты, куда отвезли большого медведя. Носик его дрожал, тело все еще свернутое в испуге. Но глаза не были дикими. Они ждали, словно зная, куда им принадлежать. Центр был тих, только шум оборудования и ровное дыхание животных в восстановлении. Большой медвежонок, укутанный в одеяло и согретый под лампой, наконец принял смесь. Его крошечные лапки дергались во сне. Меньшая же все еще оставалась безжизненной. Ее тело было сжато, будто она пыталась исчезнуть. Доктор Мендис села рядом с ее вольером, мягко водила по спине двумя пальцами, шепча слова, предназначенные лишь для разбитых сердец. В соседней комнате взрослый гризли, все еще без сознания, лежал на усиленном столе под теплыми лампами. Дыхание было поверхностным, но ровным. Раны на боку были очищены и зашиты. Треснувшая передняя лапа оказалась серьезнее, чем ожидали. Глубокий перелом, вероятно, от тупой травмы, может быть, от драки, может быть, от чего-то худшего. Но никто не мог пока понять, зачем этот медведь сделал то, что он сделал, ведь ни один взрослый самец гризли так не поступает. Необычно, никогда бы то ни было. На следующее утро Лиам вернулся с Кейси и биологом по дикой природе Джорданом, который специализировался на отслеживании родословных гризли в регионе. Он следил за движением медведей при помощи ГПС-ошейников и фотоловушек уже более 3 лет. Когда он увидел медведя в восстановлении, побледнел. «Я знаю этого, Иак», — тихо сказал Джордан. Он достал ноутбук, открыл папку с пометкой «Сектор Б» и нашел серию снимков. Фотоловушка записывала его прошлым летом. Тот же медведь появлялся на множестве кадров. Изуродованный нос, характерный рисунок шерсти у плеч. Всегда один. Мы пометили его 4 года назад. Местные звали его Брамбл. Он потерял самку в оползне. С тех пор он стал затворником. Не агрессивным, просто бродящим. Доктор Мендис нахмурилась. «Значит, у него была самка?» Джордан кивнул. «И она была с медвежатами, когда умерла». Кейси наклонилась ближе. «Ты думаешь, это ее детеныши?» «Я бы поставил на это все, что у меня есть», — ответил он. Они все уставились на медведя через стекло. Брамбл, одинокий гигант, последние несколько лет бродил в долинах и на хребтах. Держался особняком. Теперь вдруг он появился с 2 голодающими медвежатами, спрятанными под ним. Он не нашел их случайно.
Он пошел их искать. И когда обнаружил их одних, замерзших, слишком маленьких, чтобы выжить, он сделал то, чего от него никто не ожидал. Он стал их укрытием, даже если это сломало его, даже если это стоило ему всего. Меньшая медвежонок двинулась впервые. Она не заплакала, не простонала, она просто подняла маленькую голову и повернулась к стеклянной стене, отделявшей ее от соседней комнаты. Брамбл все еще был без сознания, но связь жила, и ожидание только начиналось. Первое, что Брамбл сделал, когда открыл глаза, попытался встать. Это было не инстинктом, это было страхом, срочностью. Огромные конечности подергивались, когти слабо скребли пол, будто он забыл, где находится, и думал, что все еще в лесу, все еще прикрывает что-то под собой. Доктор Мендис вбежала в палату восстановления, руки подняты, чтобы успокоить. «Спокойно, парень, ты в безопасности». Но Брамбл не смотрел на нее. Он смотрел через стеклянную стену на ту сторону, где были медвежата. Одна из тех, кто наблюдал, сотрудница по имени Ава, прошептала из комнаты наблюдения: «Он не пытается уйти, он ищет их». Большой медведь слегка осел, глаза широко раскрыты, метались по углам комнаты. Перевязанная лапа подергивалась. Он издал звук. Не рев и не рычание, а что-то низкое и дыхательное, почти кашлеподобное, но с такой грустью, что все замерли. Доктор Мендис наклонилась к окну. Он их звал. Большой медвежонок услышал это первым. Он медленно поднялся с одеяла и, покачиваясь, подошел к дальнему краю своего вольера, поставив обе передние лапы на стекло. Меньший последовал через мгновение, все еще слабый, но уже бодрствующий, живой и притянутый к тому звуку. Политика центра запрещала любой прямой контакт между медвежатами и взрослыми самцами, если это не часть контролируемой реабилитационной программы. Но это поведение не было обычным, это было кое-что другое. К полудню решение было принято. Под наблюдением подготовили огороженное вольерное помещение, большой естественный загон за центром с камерами и бревнами для лазания, снегом и доступом к теплу. Команда не знала, сколько еще будет жить Брамбл. Его легкие были слабы, тело разболтано. Но он жил ради этих медвежат, и они начали жить ради него. Той же вечером под мягкими облаками и падающим снегом Брамбла аккуратно выкатили в уличный вольер. Он встал шатко, возвышаясь, величественный, учуяв воздух. Затем он повернулся, когда открылась дверь от клетки за ним. Медвежата выскочили. Сначала они колебались. Они моргнули в открытом пространстве, посмотрели на небо. Затем увидели его. Большой бросился. Меньшая споткнулась, но последовала. Когда они достигли Брамбла, не было ни страха, ни смятения. Они рухнули в него. Он свернулся вокруг них так, как делал это в лесу. Одна огромная лапа набросилась на оба крошечных тела, и впервые за дни Брамбл закрыл глаза. Не от боли, а от покоя. В комнате наблюдения кто не говорил. Даже Кейси, такая закаленная, вытерла глаз в перчатке. Лиам тихо выдохнул. Он все это время ждал. Он ждал. Доктор Мендис только кивнула. Голос едва слышный. А теперь он может отдыхать. 3 дня Брамбл и медвежата оставались в уличном загоне, тихом убежище за центром дикой природы. Медвежата играли все больше, росли быстрее, даже лазили по небольшой куче бревен. Брамбл никуда не отходил далеко. Он лежал у каменной стены, голова приподнята ровно настолько, чтобы наблюдать за ними, втягивая их в себя, словно каждый миг был чем-то, чего он не ожидал получить. Но на 4-е утро его дыхание изменилось. Доктор Мендис услышала это первой по трансляции с наблюдения. Крип, низкий и нерегулярный, с паузами слишком длинными.
Она поспешила наружу, сапоги хрустели по морозу, и обнаружила Брамбла, лежащего на боку, с трудом дышащего. Его глаза открылись, когда она подошла, усталые, стекловидные. Медвежата прижимались к его груди. Она присела у забора. «Держись». К полудню он уже не мог встать. Показатели были нестабильны. Анализы крови показали признаки почечной недостаточности, травмы, вызванной стрессом, возможной внутренней инфекции от старых рубцов от драк. Они вычистили, что смогли, зашили видимые раны, но что-то глубже начинало рушиться. Джордан ходил по коридору. Он держался ради них. Похоже, что теперь, когда они в порядке, его тело сдается. Доктор Мендис кивнула. Это не только физическое, он жил инстинктом, любовь, может быть. Как бы то ни было, это никогда не было про выживание. Это было про завершение дела. Персоналу пришлось принимать решение: снова ввести седативные препараты, начать агрессивное лечение, продлить неизбежное, либо оставить его здесь, снаружи, где медвежата все еще находили тепло и знакомство. Они спорили часами. Потом поступил звонок из Государственного комитета по охране природы. Медвежата были теперь достаточно здоровы, чтобы их можно было перевести в одобренное убежище, где за ними ухаживали бы до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми для контролируемого выпуска. Фургон уедет на рассвете. Это была их последняя ночь вместе. Доктор Мендис не раздумывала. Она зашла в вольер медленно, осторожно и села всего в нескольких шагах от троих. Брамбл чуть приподнял голову. Она посмотрела на него так, как смотрит на солдата, на стража, на отца. «Ты сделал это», – прошептала она. «Они в безопасности». Медвежата ворочались во сне, прижимаясь к его брюшной шерсти. Большой вжался под его лапу. Меньшая теперь сильнее посмотрела сонными глазами и выдохнула мягкое, довольное фырканье. Снег начал падать, легкий, нежный, как будто сам лес прощался. Позже той ночью под усыпанным звездами небом Брамбл перестал дышать. Без звуков, без борьбы, просто неподвижность. На рассвете доктор Мендис нашла его, свернувшегося вокруг медвежат в последний раз. Они проснулись, растерянные, но не плакали, словно уже знали. Убежище находилось в тихом уголке долины Биттеррут. Далеко от шоссе и толп, спрятанная между двумя хребтовыми линиями, густо поросшими елью и пихтой. Это было место для второго шанса. Когда медвежата прибыли, они не выходили из транспортной клетки сразу. Обработчики ждали, терпеливо и мягко открыли дверь и отошли назад. Первым двинулся Большой. Он осторожно обнюхал воздух, прежде чем ступил вперед, оглядываясь, будто проверяя, никто ли кого-то, кого уже нет. Меньший последовал медленнее, уши дергались при каждом звуке. Они держались близко друг к другу, никогда не отдаляясь более чем на несколько шагов. Они не плакали, не играли, еще нет. Казалось, часть их все еще заморожена в моменте, когда они оставили Брамбла позади. Доктор Мендис не сопровождала транспорт. Она осталась в центре, чтобы наблюдать за похоронами Брамбла. Простым, достойным местом покоя на краю леса, рядом с тем местом, где его нашли. Команда не установила никаких надгробий. Они оставили лишь большой необработанный камень, естественный, тот, к которому он, возможно, прижимался, наблюдая за медвежатами в дикой природе. Она навестила загон на следующий день одна и положила у основания камня веточку сосны. «Немногие бы сделали то, что ты сделал», — тихо сказала она. «Еще меньше сделали бы это, не ожидая ничего взамен». В убежище медвежата постепенно приспосабливались. Прошло несколько дней, прежде чем они начали проявлять любопытство. Они исследовали края вольера, залезали на пень, пробовали на вкус кору упавшего ствола. Обработчики держались на расстоянии, позволяя медвежатам задавать ритм. Но каждый вечер перед сумерками оба медвежонка возвращались в один и тот же угол вольера, обращенный на запад. Туда, где солнце садилось за холмами, туда, где они в последний раз видели его.
Это стало ритуалом, и персонал заметил это. Одна из них, тихая женщина по имени Рэйчел, положила в тот угол один круглый камень, потом еще один рядом, потом третий, тихая дань памяти. К концу недели образовался маленький курган. Ни могила, ни монумент, просто памятный объект, к которому можно прикоснуться. Однажды вечером под полосатым оранжевым небом меньшая медвежонок легла рядом с этим курганом и положила лапу на верхний камень. Ни звука, ни плача, только неподвижность и принятие. В ту ночь впервые они поиграли. Не буйно, не надолго, но достаточно, чтобы вспомнить, что значит снова чувствовать себя в безопасности. Той безопасности, которую он им дал. Не силой или властью, а выбором остаться, когда он мог уйти. И этот выбор спас их. Весна пришла позже, в том году. Снег медленно таял с хребтов, как будто сама гора не была готова отпустить. В убежище медвежата выросли. Шерсть стала гуще, глаза ярче. Они бежали теперь быстро, неловко, иногда падая друг на друга, как дети с переполненными радостью костями. Но они всегда возвращались в тот же угол. Курган из камней все еще стоял. Они не прикасались к нему, не разрушали его, но иногда лежали рядом на закате, тихо положив головы, как будто ждали, что что-то поднимется со звездами. Им никто не говорил, что он ушел, но они всегда знали. В центре дикой природы доктор Мендис стояла на краю поляны, где нашли Брамбла. Лес был теперь зеленым. Птицы звали из ветвей. Где-то вдали олень осторожно ступал сквозь заросли. В кармане пальто она носила потрепанный конверт. Письмо, которое написала, но так и не отправила, оно не было адресовано никому. Она вынула его, прочла последние строчки тихо и положила под тот же камень, который оставила на его памятном месте несколько недель назад. В письме было написано: «Ты напомнил мне, как выглядит милосердие. Не у людей, не у героев, а в тишине, в жертве, в том, чтобы остаться. Ты не рычал, ты не сражался, ты просто остался. И из-за этого они выжили. Из-за этого мы помним тебя». Она постояла еще немного, ее дыхание превращалось в пар в прохладном весеннем воздухе, затем вернулась в центр, медленно, уверенно, измененная. В убежище медвежата готовились к следующему этапу ухода. Мягкая программа выпуска в защищенной территории, неполная дикая жизнь. Еще не сейчас, но следующий шаг. Место, где они могли бы расти с пространством, учиться ритмам леса и начинать ту жизнь, которую Брамбл не успел закончить. Когда пришло время, обработчики открыли ворота транспорта. Ни один медвежонок не колебался. Они вышли вместе, лишь раз оглянувшись назад. Затем исчезли в деревьях. Рэйчел стояла, положив руку на ворота. «Думаешь, они запомнят?» — спросила она. Лиам, пришедший попрощаться, ответил без колебаний. «Они уже помнят». Прошли месяцы, сменились сезоны, и где-то в горах двое молодых медведей бродили по хребтам. Они играли, охотились, росли, но в самые тихие часы перед наступлением ночи они все еще останавливались и смотрели на запад в память о тяжелом теле, свернувшемся вокруг них в снегу, и о тихой, непроизнесенной любви, что спасла их жизни. Если эта история тронула ваше сердце, не останавливайтесь на этом. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь этой историей.